На момент подготовки ролика многие события в Курской области остаются скрытыми туманом войны. Мы не до конца понимаем, что там происходит. Очень сложно, а местами невозможно прочертить линию фронта. Впервые за долгое время мы видим не долбежку об оборонительные позиции с целью сдвинуть линию разграничения на полкилометра, а маневренную войну. У соединений ВСУ сейчас есть инициатива, то есть возможность решать, где и как они будут действовать. Где вступить в бой, а где уклониться от боестолкновения и просто обойти противника. Где закрепиться всерьез и надолго. Где совершить вылазку и отойти назад. Инициатива – один из важнейших компонентов успеха. Первый ход за тобой, а противнику остается лишь реагировать. И пока у тебя не закончится наступательный порыв, пока не исчерпаются резервы, которые можно вводить в бой, до этого момента реакция неприятеля будет запаздывать. Линия фронта не зафиксирована. Нет точных данных, где ВСУ закрепились, где просто проехали мимо, а где их и близко не было. Но все успели испугаться. В такой период времени трудно отделить по-настоящему важные новости от информационного мусора. Например, утром 9 августа мэр города Курчатова Игорь Карпунков в своем крохотном телеграм-канале на 1300 подписчиков написал, казалось бы, очевидную вещь. В десятках километрах от Курчатова идут бои. Однако тот факт, что в Курчатове находится Курская атомная электростанция, придал публикации максимально тревожный характер. А слово «сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике», написанное капсом, привели отнюдь не к успокоению. Хотя новость и вовсе не новость. Другое дело – разгром колонны российских войск, последствия которого снял один из местных. Это не первая российская автоколонна, уничтоженная в ходе войны. Тем не менее, событие не совсем рядовое. И реакция у российских властей достаточно нервная. Сообщается, что мужчина, снявший видео, задержан и уже обвиняется в госизмене. В Z-телеграме и вовсе наблюдается что-то напоминающее истерику. Мы уже об этом говорили. Бронетехника, за исключением разве что боевых машин десанта с корпусом из алюминия, не перемещается с фронта на фронт по воздуху. Если противник ударил в слабое место, нужны дни, чтобы железнодорожными эшелонами перебросить туда танки, которые, несмотря на военно-технический прогресс, до сих пор остаются одним из основных средств ведения войны. Единичные танки и другую гусеничную технику, конечно, можно перевозить на автоплатформах, но в ограниченных количествах. Это не замена железной дороги. Нестись на всех парах, выжав педаль газа в пол, может колесная техника, что продемонстрировала так называемая бригада «Пятнашка», так называемый ДНР, имеющая непонятный статус по отношению к армии России. Видеокадр с «Пятнашкой» довольно жалкое зрелище. Длиннющая автоколонна, состоящая не столько из армейских грузовиков, сколько из обычных буханок и гражданских внедорожников. И далеко не все из них покрашены в защитные цвета. Некоторые прям блестят на солнце серебристым кузовом. Что, кстати, нарушает законы и обычаи ведения войны. Противник не сможет отличить военный автомобиль от гражданского и в итоге будет бить по всем. В той колонне можно даже заметить серебристый седан, что вообще уже ни в какие ворота. Уже есть видео, на котором украинские военнослужащие обстреливают из стрелкового оружия автомобиль с гражданскими. Ролик сняли пассажиры машины. К счастью, они успели вырулить и уехать, никто не пострадал. Мы в адвокаты ВСУ не нанимались и оправдывать этот обстрел не собираемся, но заметим, если армия России использует автомобили без какой-либо военной маркировки, подобные инциденты не могут не происходить. Z-блогеров на видеозаписи с «Пятнашкой» смущает другое. К месту боевых действий максимально плотным порядком движется небронированная колонна. Да еще и делает по пути остановку, не рассредоточив машины, а наоборот, поставив их друг к другу впритык. Военблогеры констатируют, это идеальная мишень для неприятельских ракет, и они правы. Под Рыльском, это город в Курской области, в объектив попали не менее 14 сожженных Уралов и КАМАЗов. Кадры разлетелись по интернету, но мы не можем вам их здесь показать. Там видно, кузовы грузовиков набиты телами российских солдат. Те даже не успели выскочить из машин и хотя бы залечь в кюветы. Z-благосфера требует наказать ответственных командиров, а также задается логичным вопросом. Сколько же таких автоколонн, превращенных в братские могилы, было на других фронтах? Где не нашлись случайно проезжающие мимо местные жители, которые сняли бы это все и выложили в сеть. Вообще, в Z-телеграме происходит что-то невообразимое. Одни и те же авторы разводят панику и обвиняют коллег в паникерстве. Сводят этим всем с ума своих читателей, но никакой альтернативы у аудитории нет. В сбивчивых и противоречащих друг другу постах военблогеров
все равно говорится по существу гораздо больше, чем в официальных сообщениях Минобороны и российской армии. У Белоусова и Герасимова вообще какая-то альтернативная война в какой-то альтернативной Курской области идет. Досталось от военблогеров и федеральному телеканалу «Звезда». Военблогеры спрашивают: если все набросились на человека, заснявшего разгромленную колонну, то какого дьявола «Звезда» в режиме реального времени транслирует перемещение других колонн? Да еще и с привязкой к местности. Зато некоторые из украинских авторов, напротив, благодарят «Звезду» за работу и просят продолжать в том же духе. Тоже относится и к корреспондентам РИА Новостей, которые сделали аналогичный репортаж. Сообщается также, что ВСУ в Курской области получили доступ к дорожным камерам. Если это так, то у украинской разведки появился еще один источник информации о перемещениях российских сил. Z-блогеры на время превратились в квази-оппозицию. Последними словами ругают абстрактное военное командование и гражданское руководство. Ругают за вранье, шапкозакидательство, неспособность учиться на ошибках или обратиться к обществу с каким-то внятным, непротиворечивым и актуальным сообщением. Никаких фамилий Z-правдорубы, конечно, не называют, а одну так и вовсе старательно выносят за скобки. Ведь есть нерадивая российская власть и есть Владимир Владимирович Путин, который вообще ни при чем. Он просто находится в каком-то более высоком уровне и одинаково не отвечает ни за то, что в Судженском районе кто-то растоптал клумбу, ни за то, что туда вошла регулярная армия другой страны, чьи солдаты уже фотографируются с местным магазином «Пятерочка». События, мол, одного уровня. Чё президент-то до них? Он где? Зато, как водится, во всем виноват неправильный российский народ. По Z-телеграмму разошлась статья Ильи Ухова на сайте Газета.ру. Автор обличает москвичей и жителей других крупных российских городов, которые, видите ли, смеют радоваться лету, обедать на верандах, отмечать дни рождения и вальяжно фланировать по улицам. Пока эти сволочи, мол, живут свою жизнь, другие обливаются потом и кровью на войне, которая теперь уже идет не только в Украине, но и в Курской области. Я же со своей стороны предлагаю жителям российских городов послать нахер и Ухова, и Z-блогеров, которые его с восторгом репостят, и спокойно жить свою жизнь. Сообщение мэра Курчатова, которое мы упомянули в начале, несмотря на бессодержательность, не просто так угодило в самый нерв, следящий за событиями аудитории. Курская атомная электростанция, находящаяся в Курчатове, лакомная цель для ВСУ. И, строго говоря, цель незаконная. Но после временного захвата российской армии Чернобыльской атомной электростанции в Припяти и продолжающейся до сих пор оккупации территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, едва ли ВСУ будут сверять все свои действия с параграфами международных договоров. Гипотетический захват российской атомной электростанции станет во всех отношениях козырем. Это может позволить украинцам, если они захотят, лишить целые регионы России источника энергии, а, как мы помним, в областях, граничащих с Украиной, энергия уже в дефиците. Это станет и сильной позицией в любых торгах и переговорах. Страх потери атомной электростанции настолько велик, что особо впечатлительные военблогеры уже успели сообщить о сдаче ВСУ деревни Милютино, а оттуда до Курчатова рукой подать. Но никаких подтверждений этой информации на данный момент пока нет. Успех и неуспех украинских войск сейчас определяется выбором времени и места нового удара. Им нужно наступать с неожиданных сторон и заставлять российскую армию носиться от одного участка фронта к другому. В такой ситуации наступление на Курчатов может оказаться слишком очевидным ходом. Ведь этот город, скорее всего, является приоритетным для обороны. И если ВСУ еще не истратили свой наступательный потенциал, то логично реализовать его там, где их не ждут. Но ничего нельзя предсказать наверняка. С другой стороны, чтобы взять атомную электростанцию под огневой контроль, не обязательно физически до нее дойти. В теории украинская сторона может совершить несколько выстрелов по территории станции ракетами или артиллерией и таким образом вынудить российскую сторону заглушить реакторы. Так атомная электростанция останется на территории контролируемой российской армией, но функции своих выполнять уже не будет. Такой шаг, мягко говоря, не обрадует европейских партнеров, которые очень нервно реагируют на малейшую вероятность повторения катастрофы Чернобыля или Фукусимы. Однако пора отказаться от мысли, что ВСУ управляются из Брюсселя или Вашингтона. Киев осознает меру своей зависимости от поставок союзников, прислушивается к мнению западных политиков, но далеко не всегда им повинуется и как-то вообще им следует. Впервые с конца позапрошлого года, с тех пор, как был освобожден Херсон, измотанная и уставшая украинская армия ощущает военный азарт, даже можно сказать кураж.
Поэтому сейчас вопрос не в том, что ВСУ посмеют или не посмеют сделать, а в том, на что у них хватит сил и средств. Но есть ли чем побеждать? Ведь никто не ставил на паузу сражения на остальных фронтах. При этом победой для ВСУ может стать не столько захват новых территорий, сколько возведение мощных оборонительных позиций в оккупированных районах Курской области сейчас. По данным военкора Котенка, именно этим они сейчас и заняты. Курская область – это не так называемый новый регион, наспех вписанный в Российскую Конституцию. Он неотъемлемая часть России, которую той в любом случае нужно будет как-то возвращать. Или ценой кровавых контрударов по окопавшимся украинским войскам, или ценой уступок, если контрудары не позволят выйти обратно к госгранице. Если же путинская система решит просто махнуть рукой на часть российской территории и оставит в приоритете захват украинских сел, это будет принципиально новый акт государственной деградации. Мы же будем следить за развитием событий. До завтра.